Всем привет с прекрасного града Измаила. Сегодня Раиса Горяченко хочет поделиться с вами, как приготовить вкусную еду на зиму. И эта еда называется, это блюдо, медовый перец. Я вот уже заканчиваю, завершаю вот эту партию делать. У меня из 2 ведер перчика, которые я собрала, получилось 10 полулитровых баночек. Видите, какая красота в меду. Медовый сладкий перец. Гарнир изумительный. Даже можно просто так его открывать и есть. Очень вкусный ароматный перец. Вот я, видите, обжаривала. Вот эти кусочки обжаренные в банке. И сейчас вот эту последнюю баночку закрываю. Но для того, чтобы дойти до такого к закрытию, нужно много еще сделать. Но этот именно рецепт, чем он мне нравится? Тем, что не надо стерилизовать банки. Очень быстро готовится, жарится. Но для того, чтобы готовить, итак, есть у нас еще баночка. Что нужно иметь? В первую очередь нужно иметь перчик. Я его мою и разрезаю вот на такие ломтики. Видите? Выбираю все семечки, вот они должны быть чистенькие. Можно и еще на половинку, потому что маленькие банки, если бы литровые, там побольше, можно больше. Режу весь перчик. Вот эти кусочки у меня готовятся в казан. Готовятся вот такие ингредиенты. Вот такая вот, что нужно иметь. Сразу хочу сказать, что мед, уксус и масло. Если нету меда, то вы можете взять сахар, я его специально показала. Вот. Но с медом мне больше нравится, оно более ароматное. Итак, в казан, где будете жарить вот эти перчики, нужно обязательно налить. Вот если вы будете мало перца жарить, значит можно вот эти такие рюмочки взять маленькие, здесь где-то примерно 180-200 миллилитров. И вот объем этих рюмочек должно быть уксуса столько, масла налейте столько же, рюмочка, и меда столько же в казан поместите. Я беру вот такие чашки сразу же, потому что у меня было 2 ведра, мне не хватило этого, пришлось добавлять, я добавила еще по половине, когда уже полное ведро сверху было закрыто, и второе ведро начала, я смотрю, что у меня мало жидкости, я добавила еще. Но снова же добавляйте, все должно быть в равном количестве. Значит, должна быть чашка уксуса, чашка меда и чашка масла. Это вот то, на чем это готовится блюдо. Итак, у нас есть перчик, у нас есть то, в чем будет жариться, раскаляется в казанке. Но, естественно, не до такого сильного, чтобы не горело. Бросается перчик туда, жарится. В это время у вас должны быть подготовлены баночки стерильные и должны быть чистые стерильные крышечки. Крышечки я кипячу в кастрюльке рядышком. И когда начинаю накладывать, естественно, уже оттуда беру крышечку и накрываю. Когда набирается полная баночка, прижимаю и закрываю ключом. Очень хорошо. Не надо его дозаривать, не надо его прятать куда-то. Воздушное охлаждение. И все. И можно уже укладывать на полочку в подвал. А зимой эту вкусную еду вытягивать очень вкусно. К мясу, к рыбе, гарнир к кашам, к вермишелю, к чему угодно. Очень-очень вкусное блюдо. И в завершении хочу сказать, что не откладывайте в долгий ящик приготовление этого блюда. Да, еще мой перчик не такой толстый. Если был бы он больше набрался, конечно, питательных веществ и был толще, то, естественно, было бы больше с моих 2 ведер, было бы, конечно, где-то 15 баночек. Но так как сейчас у нас и погода резко меняется, и вредителей очень много, клопы, черепашки распоясались, поэтому я убираю очень вкусный, спелый перчик. Пусть он будет технической или биологической спелости, это не столь важно, но это очень ценный сейчас продукт. Очень быстро это готовится. В масле, которое кипит, масло, уксус и мед, кипит буквально 5-7 минут. Вкладываю баночку и
все, и закрываю. И блюдо готово очень быстро и вкусно. Ну вот такое я сегодня хотела вам таким блюдом поделиться, рецептом блюда очень ценного и вкусного. Ну а с вами буду прощаться, у меня завершается уже сезон этого переработки этого перчика. Сейчас будем готовиться к новому виду рецепту. К новому рецепту это у нас баклажаны. Очень вкусно, и обязательно вам тоже расскажу об этом интересном блюде. А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Будьте мне здоровы.